Всем привет! Вы посмотрите, какая новогодняя сказка. Ну, посмотрите, какая красота. Сейчас я вас познакомлю со своими орхидеями-эксклюзивчиками. Посмотрите, сколько их много. Немалое количество. Коллекция подобрана очень-очень интересно и красиво. Оттенки темно-бордового цвета с разными вкраплениями, разными пятнами, кляксами, какими-то, вот смотрите, какой-то окантовочкой, где-то больше, где-то меньше. Сейчас я вам покажу некую историю, вот, в варианте цветения. Я вам скажу, что это за орхидея, под каким названием и как она в этот раз у меня решила стать похожей на свою соседушку, рядом с которой она растет. Ну, в общем, в сегодняшнем выпуске вы увидите очень красивые кожистые цветы. Вот они реально как пластиковые или, знаете, из дорогой-дорогой кожи. Выделка где-то матовая, где-то блестящая, глянцевая. Вот невероятная красота, особенно вот это вот перламутровый оттенок практически черно-бордовой орхидеи. Это нечто. Но давайте вначале начнем с маленьких эксклюзивчиков, которые цветут у меня зимой 22 года. Сейчас у нас с вами новогодние праздники, и, конечно же, атмосферненько показать такую красоту будет абсолютно не лишним. Это орхидея Леолин Воробей. Покупала я ее вот под таким номером 07403 от производителя НСК. Я ее не пересаживала, она уже в домашних условиях отрастила вот это все доморощенное уже, большая макушечка. Уже требуется пересадка, потому что там даже, вот смотрите, какие-то корни хорошие, а с другой стороны уже где-то пропадающие корешочки есть. Но ей нужно срочно менять посадку, это будет по весне, потому что орхидея, ну, мох уже застарел. Для нее нужно делать новую посадку в новые компоненты грунта, и, конечно же, мы вместе с вами будем это делать. Леолин Воробей. Это название было присвоено этому номеру немногим позже. И спасибо вам большое за то, что вы мне сказали, как она зовется. Обычно на этой орхидее шикарные каскадики. В этот раз как-то не совсем то, что я ожидала от этой орхидеи, но она очень красивая. Мой воробей в домашних условиях цвел уже трижды. Вот он, только сейчас убрала старый цветонос. Вот он, цветонос того года. И вот цветонос этого года. Но не очень мне, конечно, он нравится. Обычно каскад. Обычно вот такой длинный-длинный каскад. Просто букетище цветов. Но не в этот раз. Ну ладно, ничего страшного. Пересадит. Следующий сезон удивит нас с вами цветением. Я больше чем уверена. Я знаю, на что он способен. Красив. Рядом с ним можно, конечно, расположить мои вот эти вот две красавицы. Сейчас я вам буду показывать их. Это Black Chocolate, по крайней мере, под этим названием эти орхидеи вот мной покупались. Это покупка ноября месяца. Посмотрите, какие они прикольные. Многие мне написали: Ирин, по листьям, конечно, они разные. Вот, видите, они совершенно разные. Так они у меня пока в торфе и находятся. Свежие орхидеи, свежая покупка. Бутоны, те, которые были на этих орхидейках, они уже раскрылись в домашних условиях. Все, что старенькое на ней было, старые бутоны магазинные, они отвалились. Вот такая красота. Вы посмотрите, какая эксклюзивная штучка и история. Многие стали сравнивать эти две орхидеи и все-таки нашли различия, девчонки. Ну, может быть, что-то есть в них отличительное, может быть, что-то есть. Соглашусь с вами, но, по крайней мере, вариант листьев абсолютно разные. Я вот даже их, видите, они еще обработаны в оранжерее, и я еще даже не стирала вот эту обработку. Пусть, думаю, будет пока на листьях, пусть она пока сохраняется. Достаточно длительная защита растений, обработанных в теплицах, от разных сокососущих вредителей. Хороши. Я вам сейчас покажу нечто необычное. Вот это у меня как-то так, знаете, вот распустилось, держит. Вот смотрите, какие листья у нее.
Боже, посмотрите, ремневидные, очень красивые листочки и, конечно, цветы это нечто. И я удивлена, что очень долго орхидеюшки, эти две малявочки, которые находятся в торфе, так долго держат цветы. Вот так она и растет, так и поливается. Фиксирующий стаканчик и подача воды вот по стеночкам вниз. Вот таким образом я их содержу и поливаю. Так, ну сейчас я вам, вот я что хотела показать, посмотрите. У нас корешок раскуклился. Вот он, смотрите, я удивлена была. Сейчас снимаю ее со стеллажа, чтобы вам показать, и смотрю новый ростик. Думаю, боже, ну все. Вот здесь можно выдохнуть, что называется, реально выдохнуть. Потому что это был привоз, конечно, холодного времени года, и я очень-очень боялась, что нахождение в торфстаканах этих двух малявок, ну, скажется на растениях, и не дай бог что-то произойдет нехорошее. Но слава богу, все хорошо. Самое главное, что я их не полила, когда домой принесла. Это самый был выверенный и правильный шаг. А теперь к орхидее, которая меня в этом году сразила наповал. Смотрите, что творит. Это орхидея, которую мы вместе с вами знаем под названием Тесс, либо Эсме. Сейчас вы, наверное, удивились, когда я произнесла название Тесс. Именно под таким названием я ее покупала. На горшочке было выбито именно это название. Когда я стала вам показывать первое цветение этой орхидеи, многие признали в этой орхидее орхидею Эсме. Абсолютно верно. Это просто два разных названия одного сортового гибрида. Но сейчас я знаю, что вы там тоже удивляетесь. На том конце провода, посмотрите, что это? У Эсме всегда только чисто вот такой вот плотный окрас. Сейчас я вам показываю. Вот такой глянцевые перламутровые цветы. Он реально перламутровый, он блестит от подсветки. Вот сейчас подсветочка у меня стоит, вы видите. Но посмотрите, какая необыкновенная мутация при цветении этой орхидеи в этом году. Эта орхидея решила стать похожей на мою орхидею змеиную кожу. Вот тоже необыкновенно красивый, глянцевый, перламутровый, кожистый цветок. Очень-очень плотные лепестки. У меня постоянно спрашивают: Ирина, что такое кожистый цветок? Девчонки, это очень-очень плотная структура лепестков орхидей. Их берешь, а они как будто бы, знаете, вот из воска вылиты. Они очень плотные. Если есть у нас стандартные орхидеи, которые вот берешь лепесточек, и он колыхается. Это, посмотрите, какая плотная текстура и структура цветка. В этом году, я могу сказать, он меня удивил вот этим букетиком. Очень красиво в этом году цветет, но дал мутацию. Тем и интереснее. Я вообще очень люблю такие проявления, такие эксклюзивчики, которыми меня вместе с вами радуют мои орхидейки. Как что-нибудь изъявят на себе, нате, любуйтесь и смотрите, и вообще думайте, что со мной происходит. Вот так в этом году цветет моя орхидея Тесс, либо Эсме. Вот, пожалуйста, я вам вместе их покажу. Два необыкновенных красавца. Ну, я вам могу сказать, что это, конечно, эксклюзивы коллекции. Это те сорта, которые нечастые в наших домах. Эти орхидеи специально покупались целенаправленно для расширения коллекции в сторону эксклюзивных орхидей, растений. Это очень-очень красивые и благородные оттенки темных, практически черных орхидей. Посажена она у меня, моя Эсме, смотрите как. Двойной горшок. Содержание грунта в горшке следующее. На дне слой циафлоры, вон она видна, видите, рыжая. Потом кора фракции 9-12 вперемешку. Это вот, видите, она у меня уже засолилась даже немножко. Нужно, конечно, грунты обновлять, промывать. Давно была у меня пересадка этой орхидеи в этот горшочек. Вместе с вами все делали.
Вот, кора 9-12 вперемешку, кстати, с ее мхом из посадки. Я это сделала целенаправленно для того, чтобы мне не потерять корневую систему растения при пересадке. Вот, пожалуйста, производитель у нее был Optiflor. И, кстати, я ее покупала вот в таком размере. Она была маленькая-маленькая, только сидела в мхе. И вот из такой маленькой орхидеи выросла вот такая красивая, эффектная, здоровая орхидея. Видите, сколько у нее уже листиков? Вот это все это доморощенное уже. Орхидея достаточно давно у меня в коллекции. Это, сейчас я вам скажу, какое. Да, это уже второе домашнее цветение, потому что эта орхидея цветет один раз в год, сезон осень, зима, весна. И долго держит цветы. Она очень долго держит цветы. Цветочки, знаете, даже со временем, уже месяцев 5-6 на орхидее, когда находятся, они уже становятся совсем кожистыми. Совсем, я вам могу сказать. Немножко покрываются такими более грубыми прожилками. Вот так вот устаревает цветок со временем. Но это происходит не быстро. Очень красивый. Так, сейчас я вам покажу поближе Snakeskin, потому что я вам-то ее показывала в обзоре, и сейчас я вам ее показываю. Она у меня не пересажена, она находится в мхе от садовника. Растет замечательно, вот посмотрите. Я ее просто содержу вот в таком подсвечнике из Fix Price. Я люблю использовать, кстати, вот эти фикс-прайсовские подсвечники. Обалденная история. Кстати, вот эту орхидею на момент формирования цветоноса я дважды поливала аминосилом. У нее, видите, сейчас она цветет и одновременно она растит корни. Обалденная история. Я могу сказать, конечно, на зависть всем орхидеюшкам. И в этом году у нас вот такой очень, в разные стороны растопыренный цветонос. Как собрать цветочки, это нереально, конечно, показать вам все это. Со временем взросления этой орхидеи, именно этого гибрида, она способна пышно цвести. Напомню, название этой орхидеи Snakeskin – змеиная кожа. Когда распустится полностью, я вам обязательно покажу ее полный распуск. Ну и в эту же коллекцию моих шикарных эксклюзивчиков снимаю сегодня на фоне светлого оттенка, потому что не на фоне елки вы видите, потому что пыталась на фоне елки, цветы совершенно не видны. А вот на светлом оттенке очень хорошо видны именно оттеночное цветение. Необыкновенное. Здесь. Так, вот эту орхидею очень часто мне пишут: Ирина, это кобальт. И, кстати, мнения разнятся. Кто-то пишет: нет, Ирина, это не кобальт, это совершенно другая орхидея. И вы знаете, я до сих пор не могу понять, что это за орхидея, потому что мнения разнятся, я не могу ее подписать. Вот, поэтому, девчонки, кто точно знает название этой орхидеи, пожалуйста, напишите. Тогда уже я твердой рукой подпишу эту орхидейку и буду знать, что же это за орхидея. Вот посмотрите, какая красивая история полного распуска моей необыкновенной азиатской красавицы. Цветы в разные стороны тоже. Здесь я могу сказать, как бы тыльная сторона цветоноса, но все равно цветочки она и в эту сторону выкрутила, и в ту сторону. Вот такой букетик. Она каждый раз так цветет. В том году цветение сезона осень-зима прошлого года было в 2 цветоноса. Вы не представляете, это была бомба. Почему в этот раз она у меня дала вот такой вот один цветонос, но древовидный, очень красивый, разветвленный. 2 нет, 1, 2, 3 ветки. Вот древовидность происходит, да, вот такие вот деления на отводочки и основной цветоносик, вот основная центральная ось цветоноса. В этот раз 1. Почему? Я вам уже показывала, потому что вот полить надо. Поливаю постоянно. Это невероятная выпивуха.
Уже вот вчера подошла, немножко водички плюхнула ей. Нет, ей надо много. Малым количеством воды она у меня никогда не обходится, потому что на ней, мало того, что она сама здоровенная лошадушка, вот она, видите, какая. О, вот такая. На ней две детки. Вот, сейчас я вам показываю. Одна детка вот в этой пазухе, более низкой пазухе, и детка в более верхней пазухе. Вот. Эти детки пока не самостоятельные, на этих детках пока нет ни одного настоящего корня. Детки питаются корневой системой материнской орхидеи. И поэтому цветение в этом году, конечно, этой орхидеи в один цветонос. Ну, слава богу, хоть цветем на этом уровне, на уровне цветения, она еще и детей растит. Вот так они выглядят, две детки с этой стороны. В горшке у нее полная идиллия по корням. Вот, смотрим. Не пересаживала, это размер 3,5 дюйма. Большой горшок, он где-то даже, по-моему, немножко больше стандартного нашего горшка D12, в котором мы покупаем европейские орхидеи. Вот, содержится в мхе. Он корневую систему, он отрастил отлично. Эта орхидея у меня тоже, могу сказать, достаточно давно в коллекции. Это, получается, домашнее цветение орхидеи. Второе. Цветет, равно как и вот эти вот орхидейки, про которые я вам только что показывала. Цветет он тоже один раз в год. Но держит цветы по 5, 6, 7 месяцев. Зависит, конечно, от индивидуальных условий содержания орхидеюшки, от температуры содержания, от влажности, ну то есть от ваших условий. Бывает такое, что орхидея быстро скидывает цветы, значит, что-то пошло не так, если вы знаете, что орхидея действительно достаточно долго способна цвести. Вот такое у меня сегодня получилось путешествие в необыкновенный, эксклюзивный мир темноцветущих, шикарных, превосходных и удивительных орхидей. А у меня на сегодня для вас все. Желаю вам здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Всем пока-пока, до новых встреч!